Самый востребованный и хваленый смартфон от Realme на рынке. Большой экран с IPS-матрицей, отличной автояркостью и 90 Гц, но диода для уведомлений нет, так же как нет и К-порта. Камера в 4К и 30 FPS снимает без проблем, но ночной режим у фото просто плохо. Режим фотографий в 64 мегапикселях работает шустрее, чем на Realme 7 Pro, но огромный вырез под фронталку мало кого может радовать. Есть брызгозащита и довольно приличные показатели в синтетических тестах для данного ценового сегмента. Бодрые 8 гигабайт оперативки LDDR4X и огромный слот под две физические сим-карты и карту памяти. Я понимаю, чего их так хвалят, но он не OnePlus. С другой стороны, в 2021 году я считаю, он еще актуален. И 606 страниц обсуждений в ветке FOPDA говорит о том, насколько он востребован. Тест камер в конце, сейчас расскажу. Tube 749, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Конкурсов под конец месяца всегда много, все условия всегда в описании. А сегодня я расскажу вам о смартфоне Realme 6 Pro. На моем канале уже были обзоры на смартфоны Realme 7 Pro и Realme X3 Super Zoom. Мне они понравились, но они другие, они дороже. Обзоры на них вы можете посмотреть по ссылкам в правом верхнем углу. Этот самый дешевый из этой троицы. Пакинг, 3 девицы под окном. Прямо одинаковые карабульки все время у Realme. Практически идентичное наполнение. С одной стороны, можно сказать, что Realme не заморачиваются, с другой выдерживают свой стиль. Внутри телефон. Чехол довольно обычный, силиконовый, но мягкий. Зарядка на 30 Вт, кабель для зарядки, документация и скрепка для извлечения слота под сим-карты. Сразу достаем этот слот. Видим, что туда можно поместить карту памяти и две физические сим-карты. Тихо радуемся про себя и включаем телефон. Обновляемся. И сходу расстраиваемся. Январь 2021 года и нет Android 11. Понятно, что Google берет с них мзду за обнову, но мы же им тоже не фантики за смарта отдавали. Вообще с обновлениями все довольно туго, тем более, как я выяснил, последняя обнова на их смартфон Realme X3 Super Zoom довольно сильно покалечила аппарат. Раньше он работал лучше, хотя и на обзоре за его цену меня и эта прошивка устроила. По железу, все синтетические тесты вы сейчас видите. Играть можно. Обращу внимание на основное. Смартфон, с одной стороны, не шибко шустрый в тестах, но с другой очень приятный в пользовании. Все плавно и без лагов. Тротлинг-тест по мне прошел очень даже неплохо. Из основных плюшек меня порадовал Bluetooth версии 5.1, не самая новая, но достойная оперативка LDDR4X, которая здесь с хорошим запасом 8 гигабайт, но система поедает минимум 2,5 гига в простое, и это очень бодро. Да, и во внутреннем хранилище 128 гигабайт памяти UFS 2.1. Тоже не самая последняя, но достаточно шустрая. Есть версия на 6 гигабайт оперативки и 64 гигабайта внутреннего хранилища, но на Али разница по цене минимальна. Проц а-ля игровой Snapdragon 720G. Особыми заслугами не блещет, но на средних идет без лагов почти все. Играть лично мне комфортно. Сканер отпечатков пальцев, кнопки питания отрабатывает без проблем. Очень быстрый при сравнении, значительно быстрее, чем у Xiaomi-тов. Аппарат большой, камера выпирает по мне не сильно. Очень круто, что остался мини-джек, и аппарат весит аккурат лично по моим весам ровно 200 граммов. Разумеется, для бесконтактной оплаты есть рабочий модуль NFC. В наличии мини-джек для беспроводных наушников, Wi-Fi, конечно же, двухдиапазонный. Аккумулятор на 4300 мАч в среднем живет около 7 часов при интенсивном использовании. Игры с включенным Wi-Fi и экран с яркостью на максимум. Зарядка в 30 Вт заряжает аппарат с 0 до сотки ровно за час. И это неплохо. Дисплей IPS на 6,6 дюйма. Большой он. 2400 на 1080 точек. Соотношение сторон 20 к 9. 399 ppi плотность пикселей. 90 Гц. Яркость 420 нит. И это сильно. Gorilla Glass 5 серии. Яркости лично мне хватает. И это очень круто. Редко такое бывает. Особенно после того, как я тестил AMOLED у 7 Pro. Шим у IPS практически нулевой. И это плюс. Кому-то экран синит, кому-то краснит. По мне настройка абсолютно у него адекватна для обычного пользователя. Сам по себе смартфон довольно большой, но в то же время удобный. Основная камера на 64 мегапикселя. Она марки Samsung GW1. Ширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 119 градусов. 12-мегапиксельный телеобъектив плюс 2-мегапиксельный макрообъектив. Снимает в 4К 30 FPS и в 1080p 60 FPS, конечно же. Электронная стабилизация на борту. К сожалению, только она. Зум по мне печален, мог бы быть и лучше. Есть FM радио и К-порт
отсутствует. По фронталке 16 мегапикселей, только Full HD и только 30 FPS. Ширик на 8 мегапикселей. Я не фанат фронталок, но вам ее точно должно хватить. Это, конечно, не 32 мегапикселя, как в некоторые аппараты засовывают. Непонятно зачем, но неплохо. И сходу, у Realme 90 Гц по мне плавнее и более оптимизированные, чем у Poco X3 NFC 120. Но это лично мое мнение. Хотя они оба отдыхают, и если рядом положить OnePlus Nord N10. Беспроводной зарядки, кстати, нет, что плохо, но неудивительно, учитывая цену аппарата. На Realme 6 Pro разблокировка по лицу работает с помощью обычной фронтальной камеры, и я бы не скажу, что она прям суперски работает. Внутри смарт собран тоже качественно, разборок в интернете уже море. Нет HDR10. Root права установить можно. В Realme 6 Pro обычный динамик, роль резонатора выполняет сам корпус. Звук мне лично не понравился, и как вы понимаете, здесь стерео нет. У Xiaomi все намного лучше. С установкой Google камеры проблем никаких нет. Задняя панель прикрыта закаленным стеклом. По мне телефон не сильно скользкий. 3 расцветки, грани целиком из пластика. У Poco X3 NFC нет полного слота под 2 сим-карты и одну microSD. Нет телеобъектива и оперативка всего 6 гигабайт. Плюс он больше весит и у него чуть больше размер экрана. Разумеется, в Realme есть датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр-гироскоп, магнитометр. В Realme нельзя совсем отключить нейросетевые вычисления в базовом режиме фотосъемки. Для этого необходимо переходить в профессиональную вкладку, там где ручные настройки. Для большинства, в принципе, это не особо и плохо. Я думаю, все будут, не заморачиваясь, фоткать в обычном режиме. Усиленный стабилизатор отрабатывает Full HD, по мне, не ужасно, но и не идеально. Автофокус шустрый, как и всегда у Realme. Цена по ссылке в описании к видео в период распродаж обычно 15 900 рублей за версию 8128 с бесплатной доставкой. Без распродаж в обычные дни $226. Говорю в долларах, потому что вы сами знаете, что происходит с другими валютами. А продают все китайцы в баксах. Резюмирую, советую однозначно. Я не скажу ничего нового, но с момента появления Realme, их агрессивной YouTube рекламой, комьюнити стало уже развито. Брал бы я их телефоны на старте продаж, когда они только зашли на наш рынок? Однозначно нет. Сейчас да. Лояльный ценник, стабильная работа и понимание того, что лучшего за эти деньги нет. Есть только подобное. Хотя лично мне больше нравится экран AMOLED в Realme 7 Pro, пусть и с 60 Гц. Приходите в воскресенье, обсудим Xiaomi и Realme на стриме. Сравним их в режиме реального времени. Ставьте лайк за труды, подписывайтесь с колоколом, девайс сюда или нет, польза даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Realme 6 Pro, температура за бортом 34 градуса, конечно же минус. Разрешение 4К 30 FPS. Тест съемки, тест автофокуса и тест вообще того, что он в принципе может в параметрах съемки. Примерно так он будет у вас снимать, если вы особо не будете слишком сильно трясти аппаратом, когда вы прогуливаетесь. Понятно, что если стоять неподвижно и желательно двумя руками, допустим, снимать какие-то объекты, вот как делают либо блогеры, либо кто-то у нас из инстаграмщиков. Так плавно он может в принципе снимать. Довольно плавно. Опять же, все относительно, и все будет видно у вас на картинке. Вот сейчас я делаю увеличение на, получается, X10. Вот так примерно бесполезно. Если увеличивать на X10, будет видно вам. 4К 30 FPS поснимал, толком стабилизации здесь, конечно же, нет. Но, с другой стороны, мне кажется, что телефон справляется. Для этого и нужны такие тесты, потому что одно дело я снимаю каждый день. Возможно, вы снимаете лучше, чем я, но не факт. Если купить стабилизатор, опять же, те, кто пользуется стабилизаторами, у меня 3 стабилизатора, и ими я не пользуюсь практически. По каким причинам? Все очень просто. Если вы будете пользоваться стабилизатором, это дополнительное место, это раз, и два, у вас, соответственно, по-любому возникнет вопрос к себе. Зачем это вам надо, если можно просто купить камеру с оптической стабилизацией, телефон со стабилизатором таскать такое себе удовольствие. Длинный тест, но зато понятный. Это на 4К 30 FPS. 1080p, 60 FPS, супер стабилизация. Телефон Realme 6 Pro. Примерно так он будет снимать, если вы будете снимать с двух рук в движении. С такой скоростью у него будет автофокус. И смотрим при минус 36. Главное, он работает. Основное, что необходимо в тайге. Правда? Зимой.
Вот так примерно он будет снимать с одной руки, если вы будете двигаться. Плюс не забываем, что ветра при сильном морозе обычно нет. Ничего в микрофоны не задувает. Микрофоны, разумеется, идеальными не назвать. Но на 1080p 60 fps со сверхстабилизацией телефон по мне снимает очень даже достойно, учитывая его ценник. Так что в 2021 году между Xiaomi-шными моделями в районе 15-16 тысяч и этой очень многие выбирают именно эту модель. Я за это дело не топлю, но рассмотреть эту штуковину однозначно можно и нужно, если в руках готовы ее подержать. Насчет того, что виды здесь не идеальные, где-то елочки не особо приятные, где-то снег, как говорят, желтый, ну это российская действительность с Кузя. Вот такая вот тайга у меня рядом с домом. Всем добра, оцениваем видео и пишем, стоит ли это дело таким образом тестировать. Могу, конечно, тестировать как-то по-другому, например, с игрушками, но со сверхстабилизацией увеличение не работает.